привет. Эяре мой. Снова с вами Тэхён и Чингук, ваш ежедневный источник самых свежих, горячих и захватывающих новостей о BTS. От последних новостей до трогательных моментов. У нас есть все, что вам нужно. Обязательно нажмите кнопку подписки и оставайтесь с нами, потому что контент BTS уже в пути. После многих лет шепота, отрицаний и теорий сегодня все меняется. Потому что впервые в истории два человека, за которыми все наблюдали, которых все расспрашивали, наконец нарушили молчание. И то, что они раскрыли, не то, чего кто-либо ожидал. На самом деле, в тот момент, когда прозвучал их окончательный ответ, весь фандом замер. Временные шкалы взорвались. Жизни изменились. Это больше не просто слух. Это правда, которую они скрывали годами. И мы собираемся показать вам каждую деталь. Готовьтесь, потому что, как только вы услышите их окончательный ответ, вы больше никогда не увидите их прежними. Казалось, мир затаил дыхание в минуты, последовавшие за их откровением. Это не было громко. Это не было хаотично. Это была та тишина, которая ощущается тяжелой, заряженной, как будто сам воздух понял, что что-то необратимое только что вырвалось на свободу. Фанаты смотрели на свои экраны. Кто-то в неверии, кто-то плакал, кто-то смеялся сквозь шок. Потому что после многих лет догадок правда наконец заговорила сама за себя. За кулисами, вдали от камер и пожара, распространяющегося в сети, атмосфера была совершенно иной. Освещение было тусклее. Шум был далеким. И вот они стоят, два человека в центре бури, которую они не просили, но смело встретили. Тишина между ними не была неловкой. Она была полной, почти теплой. Как будто они оба знали, что, независимо от того, что скажет мир, самое главное – это честность, которой они, наконец, решили поделиться. Один из них медленно выдохнул. Такой выдох, который вырывается только после того, как слишком долго держишь что-то внутри. «Как ты думаешь, они в порядке?» Мягко спросил он, бросая взгляд на светящийся телефон на столе, уведомления на котором взрывались быстрее, чем любой из них мог осознать. Слабая улыбка изогнулась на губах другого. «Им понадобится минута», — сказал он ровным, но нежным голосом. «Но они заслуживают правды. А мы заслуживаем того, чтобы перестать прятаться». Вот в чем заключалась тяжесть всего момента. Годы избегания, годы тайны, годы позволения миру заполнять пробелы своими собственными интерпретациями. Теперь, впервые, пробелов не стало. Он подошел ближе, ненадолго положив руку на плечо другого. Успокаивающее прикосновение, безмолвное заверение в том, что они в этом вместе, независимо от того, насколько серьезными могут быть последствия. «Ты хорошо справился», — тихо сказал он. «Ты был храбрым. Только потому, что ты был рядом со мной». Слова повисли между ними, мягкие, но бесспорно мощные. Это не было драматично. Это не было постановкой. Это было по-настоящему. Настолько по-настоящему, что это нельзя было больше скрывать. Не после сегодняшнего дня. За пределами комнаты сотрудники метались взад и вперед, отвечая на звонки, проверяя обновления, пытаясь предсказать следующий взрыв в сети. Каждую секунду поступало все больше реакций. Шок, замешательство, облегчение, бесконечные домыслы. Весь фандом был в водовороте, создавая теории быстрее, чем мог дышать. Но, несмотря на глобальный хаос, мир внутри этой тихой закулисной комнаты казался на удивление спокойным. Один из них подошел к окну, слегка отодвинув штору, чтобы посмотреть наружу. Огни города мерцали, не подозревая об эмоциональном землетрясении, происходящем этажом ниже. «Как думаешь, теперь что-нибудь изменится?» — спросил он, не оборачиваясь. Сзади раздался тихий смех. «Изменится все», — сказал другой. «Но, возможно, наконец, в правильном направлении».
Он повернулся, их взгляды встретились, усталые, но искренние. Мы поступили правильно. Даже если люди исказят это, даже если некоторые не поймут, они поймут, пришел ответ. В конце концов. Может быть, не сегодня, может быть, не завтра. Но правда остается, даже когда люди борются с ней. Снова установилась комфортная тишина. Такая, которая бывает только между людьми, пережившими вместе слишком много бурь. Такая, которая не нуждалась в объяснениях или извинениях. Затем в дверь постучали. Нерешительно, почти извиняющимся тоном. Сотрудница заглянула внутрь, на ее лице читалась напряженность и срочность. «Вам обоим нужно это увидеть», — сказала она. Это распространяется еще быстрее, чем предсказывалось, в мировых трендах на всех платформах. СМИ уже снаружи. Они обменялись взглядами, не испуганными, а принимающими. Они знали, что этот момент наступит. «Вы готовы?» — спросила она. Он глубоко вдохнул, затем кивнул. «Да, мы готовы». Они вышли вместе, шаг за шагом, плечом к плечу, в ослепляющие огни, в камеры, в вопросы, ожидающие, как мины-ловушки. Но впервые за многие годы они шли не в неизвестность. Они шли к правде, и мир, готов он был или нет, должен был стать свидетелем следующей главы истории, которая слишком долго была скрыта в тени. Коридор снаружи уже гудел задолго до того, как они до него добрались. Сотрудники срочно шептали в гарнитуры, нажимали на экраны, координируя стратегии, которые, казалось, менялись каждые 15 секунд. Кто-то распахнул боковую дверь, открывая путь, который должен был быть незаметным. Но даже этого было недостаточно. В тот момент, когда они вышли, приглушенный рев снаружи усилился, как шторм, прорвавший плотину. Вспышки взорвались. Камеры защелкали очередями. Репортеры перегнулись через баррикады, выкрикивая вопросы, которые слились в одну всепоглощающую волну шума. Но, несмотря на хаос, несмотря на напряжение, которое можно было почувствовать с каждым вдохом, они вдвоем остановились ровно настолько, чтобы тихо проверить друг друга. Один маленький кивок, безмолвный вдох, общее понимание. Они ступали в это вместе. Охрана вела их вперед, но каждый шаг казался тяжелее предыдущего. Не из-за страха, который выгорел раньше, а потому, что они знали, что мир собирается интерпретировать каждое моргание, каждое движение, каждое выражение. Тем не менее, они шли ровным шагом, плечи почти соприкасались, никто не вырывался вперед и не отставал. Единство между ними было безошибочным. Даже без слов. Репортеру, наконец, удалось пробиться сквозь подавляющий шум с четким криком. «Это ваше официальное подтверждение. После всех этих лет, это то, что вы хотите, чтобы мир знал». Они остановились всего на секунду. Вопрос повис в воздухе, как нож. Он посмотрел в сторону толпы. Глаза были спокойны, несмотря на бурю. «Мы поделились тем, чем нужно было поделиться», — сказал он. Голос был твердым, но на удивление мягким, неся искренность, которую не мог исказить ни один заголовок. «Остальное вы увидите по мере нашего продвижения». Реакция была мгновенной. Волна криков, ликования, шока и неистовой записи. Телефоны были подняты высоко, транслируя каждое их дыхание миллионам зрителей в прямом эфире. И даже в этом напряжении другой положил руку ему на поясницу. Защитный, тонкий, почти невидимый жест, но недостаточно невидимый для фанатов, которые замечают все. Внутри происходил другой вид взрыва. Комментарии наводнили каждую платформу быстрее, чем могли справиться серверы. Клипы вырезались, анализировались, замедлялись, пересматривались, увеличивались, препарировались в режиме реального времени. Некоторые фанаты плакали. Некоторые праздновали, другие сидели в ошеломленной тишине, пытаясь осмыслить годы спекуляций, внезапно кристаллизовавшихся во что-то реальное.
Но пока мир сходил с ума, их двоих проводили в небольшую комнату, подготовленную для прессы. Дверь за ними закрылась, приглушая шум снаружи. Он прерывисто выдохнул, потирая ладони о колени. «Это масштабнее, чем я ожидал», — пробормотал он. «Я знаю», — ответил другой, садясь рядом. «Но ты справился идеально. Ты всегда так делаешь». Наступила короткая пауза. Появилась слабая улыбка, усталая, облегченная и несущая мягкость, которая редко просачивалась мимо камер. «Ты видел толпу?» — тихо спросил он. «Как я мог не видеть?» — ответил тот с тихим смешком. Половина из них выглядела так, будто забыла, как дышать. Он рассмеялся, напряжение спало с его плеч. «Да, это все еще кажется нереальным. Произнести это, услышать, смотреть, как все взрывается. После всего, через что мы прошли», — сказал другой, слегка наклоняясь ближе. «Возможно, пришло время нам перестать жить в тени». В комнате наступила тишина, которая не была пустой. Она была наполнена пониманием, общими воспоминаниями, годами, которые они провели, уклоняясь от вопросов, скрывая моменты, живя под тяжестью догадок и ожиданий. И теперь, всего за несколько публично произнесенных предложений, все изменилось. Снова раздался стук. Сотрудница просунула голову, выражение ее лица разрывалось между паникой и восхищением. «Они готовы к вам. Пресс-конференция начинается». Количество зрителей в прямом эфире невероятно. Они встали вместе. И, не задумываясь, один протянул руку и коротко сжал запястье другого, успокаивая его, изучая его, напоминая ему, что они не одиноки в этом. Когда они подошли к двери, которая должна была открыться в океан огней, глаз и бесконечных вопросов, он прошептал достаточно громко, чтобы тот услышал: «Что бы ни случилось там, я всегда с тобой». Яркий свет прожекторов сначала почти ослеплял, заливая все теплым белым сиянием, которое казалось нереальным после тусклого коридора. Комната была заполнена. Ряды репортеров, камеры, установленные на штативах, микрофоны, торчащие, как лес металлических стеблей. Каждое место было занято, каждый объектив сфокусирован, каждое дыхание затаено в предвкушении. Даже сквозь толстые стены профессионализма напряжение было безошибочным. Все здесь знали всю серьезность произошедшего. Они подошли к длинному столу, где их ждали два стула. Когда они сели, по толпе прошла волна. Тишина была такой полной, что казалось, мир снова остановился, отчаянно не желая пропустить ни единого слова. Модератор представила их, но ее голос казался далеким, едва пробиваясь сквозь стук их сердец. Он слегка наклонился к микрофону, поправил его твердой рукой и заговорил первым. «Спасибо всем, что пришли, особенно так быстро». Его голос был спокойным, более низким, чем обычно, неся тяжесть, которая мгновенно опустилась на комнату. «Мы знаем, что сегодняшний день был ошеломляющим для всех». Он взглянул в сторону, лишь быстрое движение глаз, и другой кивнул, безмолвно заверяя, что он не один. Следующие слова было труднее выдавить. «Мы держали многое в секрете годами», — продолжил он. «Не потому, что хотели лгать, а потому, что хотели защитить наши жизни, нашу карьеру и людей вокруг нас. Но наступает момент, когда молчание становится тяжелее правды.